Всем привет, ребята! Сегодня у нас особенный выпуск. Администрация подготовила праздничный ивент ко Дню Благодарения. И я собрал для вас полный разбор всего, что нас ждет. Мы посмотрим награды, разберем, какие активности самые выгодные, и что стоит проходить в первую очередь, и как максимально эффективно собрать все ресурсы. Но это еще не все. У нас на канале готовится два розыгрыша, и до их старта осталось совсем немного. Чтобы они запустились, нам необходимо сделать несколько целей. Всего лишь 30 человек, и мы достигаем нужного количества в моем телеграм-канале. И еще 150 человек, что выполнит цели на YouTube-канале. Как только мы закрываем эти цифры, оба розыгрыша моментально улетают в запуск. Так что, друзья, поддержите, подписывайтесь, вступайте, и совсем скоро вас ждут крутые подарки. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее, заваривайте горячий чаек и давайте посмотрим, что приготовила для нас администрация в праздничном ивенте. Сегодня у нас стартовало мероприятие от администрации «День Благодарения». По формату выполнения задач оно в целом схоже с мероприятием «Лунное великолепие», которое у нас было пару месяцев назад. Но некоторые отличия все же есть, и сегодня я постараюсь во всем этом разобраться вместе с вами. Вчера мне на почту пришло уведомление о старте события. Оно будет проходить с 22 по 28 ноября. Помимо этого, с завтрашнего дня нас ожидает, наверное, одно из самых лудоманских мероприятий от администрации – «Домик желаний Кассии». Информацию о нем я уже снимал ранее. Кто не видел подробностей моей мысли, ссылка у вас сейчас появилась в правом верхнем углу экрана. Помимо этого, хочу с вами поделиться кое-чем. Кто не подписан на мой телеграм-канал, тот, возможно, не в курсе. Я крайне не люблю мероприятия подобного формата. Они мне напоминают игровые автоматы, где можно вложить приличную сумму, а по факту выиграть ничего. После выхода прошлого ролика люди все чаще стали кидать в чате скриншоты, где они забирали знаки мечты. Я, к сожалению или к счастью, тоже поддался соблазну и занес $40 в это событие. Я покупал пакеты по 5-10 долларов, чтобы по итогу сделать 100 прокрутов. Но мне повезло только в последний день. Мне удалось собрать 1750 знаков мечты. До этого 6 дней я ходил, мягко говоря, в плохом настроении, потому что мне ничего не выпадало. Да, по итогу я скупил немалое количество мифрила, которое по себестоимости вышло около $1,5 за штуку. Но все равно это чистой воды игровые автоматы, где я поддал сомнению большинства. И я крайне недоволен, что администрация снова вводит это событие спустя всего месяц. Видимо, администрации нравится добавлять подобные мероприятия, что мы донатили и испытывали удачу. Буду ли я снова играть в Кассию? Честно сказать, вряд ли. Да и жена, наверное, запретит, потому что видела, как я неделю ходил расстроенный. Даже игровые неудачи я иногда воспринимаю слишком близко к сердцу. В целом могу сказать, что в последнее время в игре стало слишком много условных обязательных покупок для игроков со средним донатом. С одной стороны, в донатных магазинах стали появляться действительно нужные ресурсы по адекватным ценам, но с другой, затраты растут. Так что это палка в двух концах. Хорошо это или плохо, решать нам с вами. Если вы хотите, чтобы я выпустил отдельное видео про донат в рамках рубрики «Разговоры у костра», напишите об этом в комментариях. И давайте соберем 150 лайков под этим роликом. Тогда я пойму, что вам эта затея действительно интересна. Ну а теперь хватит философии. Давайте перейдем к тому, ради чего мы сегодня собрались. Обсуждение мероприятия от администрации «День Благодарения». Мероприятие в целом не отличается от прошлогоднего ивента от администрации. Задания практически идентичны. Но несмотря на это, наша задача понять, как лучше совместить День Благодарения со стандартными мероприятиями в игре. Именно этим мы сегодня и займемся в этом ролике. Для начала необходимо разобраться с основами текущего события. Изначально, в период ивента в игре появляется стандартный пакет. Первый из них бесплатный, за который мы получили небольшие награды. Далее уже идет пакет за 5 долларов под названием «Урожайные наслаждения». В нем мы получаем рамку аватара, ящики со снаряжением героя, огненные кристаллы и другие мелкие ресурсы для развития. Помимо этого, нам выпадают мешки с ингредиентами. Их функционал мы с вами обсудим немного позже. Брать ли этот пакет? Я советую брать, потому что помимо наград самого пакета, мы также получим небольшие бонусы в одном из разделов мероприятия. После покупки пакета за 5 долларов вам начнут выпадать пакеты с более большим количеством ресурсов. А брать их или нет, это уже решать вам. А теперь давайте перейдем к календарю. Здесь мы с вами видим 5 опций мероприятия. Кассия появится в этом разделе уже завтра. А пока пройдемся по каждому доступному пункту. И первый раздел – это меню благодарения. В этом меню доступно 6 блюд, которые нужно готовить каждый день. Ингредиенты добываются из мешков с ингредиентами. Часть из них идет за донат, но позже мы разберем, как получить их и без вложений. Каждый день, кроме последнего, будут появляться приоритетные блюда. За них дают на 25% больше очков. И тут хочу вам дать совет. Не тратьте все ингредиенты сразу. Готовьте и отправляйте именно приоритетные блюда, чтобы набрать максимум очков. В последний день приоритета не будет. Все блюда будут давать одинаковое количество очков. Так что учитывайте это при планировании. Ваша основная задача – ежедневно набивать 2500 очков. Для этого необходимо отправить 50 блюд. Это важно, потому что именно так вы получаете ежедневный бонус. Если вам ингредиентов не хватает, вы можете подавать запросы. Участники Альянса могут помочь вам восполнить ваши запасы. И тут хочу вам дать совет. Вы можете использовать ферму.
С нее можно закрывать собственные запросы и передавать ингредиенты на основу. Так вы быстрее соберете нужные очки, и не забывайте, что всего доступно 50 запросов в день. Кроме этого, в мероприятии за итоговый рейтинг предоставляются награды. Например, за топ-10 рейтинга вы можете получить уникальный облик города – мечта об изобилии. В этот раз я буду сам стараться попасть в рейтинг топ-10, потому что перешел на более слабый сервер. Чуть позже в этом ролике я вам дам несколько советов, которые помогут вам войти в десятку. Теперь переходим ко второму пункту – гурманский рейд. В первом меню вы видите награды. Слева все, что можно получить бесплатно. А два варианта справа – это уже донат. Что касается пакета за $5, там дают немного кристаллов огня, пару камней эссенции, мифические общие фрагменты героя и анимацию. Честно говоря, ценность этого набора минимальная. Лучше уж за эти деньги взять стандартный пак с талисманами или снаряжением губернатора. Выгоды будет больше. Пакет за $10, по моему мнению, тоже сомнительный. Бафы и так можно купить за алмазы, а остальные материалы точно не стоят этой суммы. Поэтому я для себя решил обе донатные опции в этом разделе пропустить. Но, конечно же, выбор всегда остается за вами. Следующий раздел – это Король Лугов. Здесь наша задача выполнять задания в течение 7 дней. За них вы можете получить разные награды, в том числе и мешок с ингредиентами, который нужен для готовки блюд из первого раздела. Сами миссии стандартные, знакомы тем, кто играет давно. Но есть важные моменты. 5-й день всегда сложный. Обязательно заранее оставьте немного камней эссенции или поделок, чтобы хотя бы получить минимальные награды. 7-й день тоже непростой. Там понадобится ускорение или компоненты для улучшения снаряжения губернатора, так что подготовьтесь заранее. Помимо этого, постарайтесь использовать ваши ресурсы и совмещать с некоторыми стандартными мероприятиями. Например, уже с понедельника будет стартовать мобилизация Альянса, и вы можете выполнять задания там и одновременно закрывать задачи в этом событии. Поэтому всегда смотрите на календарь и совмещайте мероприятия. В прошлый раз мы не могли совмещать использование алмазов с мобилизацией, а в этот раз такая опция доступна. Так что настало в том числе и мое время, пора уже использовать свой 1 000 000 алмазов для совмещения мероприятий. Помимо этого, сегодня очень повезло тем, кто участвует на этой неделе в мероприятии Король Ледяного Поля. Сегодня день обучения войск, и тем самым вы можете совместить оба мероприятия, так как сегодня вы помимо кои можете получить очки за получение войск мероприятий от администрации. И теперь давайте поговорим про рейтинг. За ежедневный топ можно получать небольшое количество алмазов и ускорений, а вот за общий рейтинг выдается облик именной карточки, которая дает бонус к смертоносности войск. Поэтому ваша минимальная цель – попасть хотя бы в рейтинг топ-25. И чуть позже я поделюсь советами, как можно добиться этого результата. Но главный совет вы уже услышали. Совмещайте мероприятия, и у вас есть для этого сегодняшний день мероприятий Король Ледяного Поля и мобилизация, которая стартует уже в понедельник. Теперь давайте перейдем к следующему разделу мероприятия, который называется «Симфония плодородия». Здесь нужно выполнять разные задания. Сразу уточню, они не обновляются каждый день. Их можно пройти в течение всего мероприятия. За каждую выполненную задачу вы будете получать небольшое количество ресурсов. А если закрываете горизонтальные либо вертикальные линии, вы будете получать дополнительные награды. А именно мешочки с ингредиентами, жетоны облика, небольшое количество кристаллов огня. И, конечно же, никуда без классической миссии от администрации. Это покупка пакета за $5. И тут важно. Вариант за $1, как мы с вами любим, в этот раз не сработает. Нужно именно покупать пакет за $5. Но тут есть плюс. Если вы возьмете пакет «Урожайное наслаждение», то автоматически закроете все задачи в разделе «Симфония плодородия». Так что покупка действительно оправдана. Вы получаете много бонусов сразу, включая финальную награду за выполнение всех миссий. Теперь давайте перейдем к следующему разделу, который называется «Преимущество пополнения». Если вы активно донатите в игру, то вы можете получать награды из этого раздела, в том числе и данный облик марша. Напоминаю, что если у вас несколько обликов марша, то бонус к скорости охоты будет у вас суммироваться. Не забывайте об этом. Если вы хотите получить именно этот скин, вам нужно потратить $60. Ваша задача покупать пакеты, в которых указана цифра возле суммы покупки, как вы сейчас видите на экране. Пакет за $5 нам предоставляет 2500 очков. Донатить я буду, вероятнее всего, без кассии. Буду покупать различные пакеты в период мероприятия, так как надо стараться зайти в топ для скина на топку. Теперь давайте немного поговорим о визуале. Многим визуал не понравился, ну а мне по душе. Я попробую побегать с этим скином некоторое время, но мой фаворит, бегун по кругу, остается по-прежнему самым любимым скином на марш. Следующий раздел – это деликатесный квест. Вы можете использовать свои ресурсы и получать за это мешочки с ингредиентами. За каждые 1000 потраченных алмазов вы получаете один мешочек. За каждые 2 часа ускорений тоже один мешочек. Причем лимита здесь нет. Можно использовать сколько угодно алмазов и ускорений. Если вы копили ускорение заранее, у вас есть шанс собрать немалое количество мешочков с ингредиентами и набрать хороший рейтинг. Как я вам говорил уже ранее, можете совмещать мероприятия Король Ледяного Поля
и мероприятия от администрации. Либо же в мобилизации потратить свои ускорения и алмазы. Касательно лазейки с лечением, то все остается без изменений. Я уже проверил это на фермерском аккаунте. Вы можете свои ускорения спокойно тратить, и как совет, вы можете это использовать на сегодняшнем замке. Либо не забывайте, что сегодня проходит мероприятие «Братья по оружию», где вы можете со своим товарищем на ресурсных плитках набить немалое количество очков. Лично у меня 178 дней ускорения на лечение и немалое количество алмазов. Надеюсь, этого будет более чем достаточно, чтобы попасть в топ для получения скина на топку. Что касается сбора ресурсов, тут все понятно. Думаю, объяснять не нужно. И последняя опция в этом разделе – это убийство зверей. И как вы все прекрасно понимаете, на второй день мероприятия вы будете получать очки за убийство полярных ужасов и обычных зверей. И именно тут есть возможность выйти в топ-25 рейтинга, чтобы забрать рамку. И как совет, если у вас достаточно энергии, начинайте активно бить зверей в течение дня. Это принесет много очков в период ивента. За убийство одного зверя вы будете получать от 1 до 3 мешочков. В сумме вам необходимо будет собрать 650 очков, а оставшиеся 50 очков вы сможете получить с маяка в период мероприятия. Я, например, купил набор ультраценной карты, чтобы было проще фармить зверей на второй день. Помимо этого, можно бить и полярных ужасов, особенно если энергии у вас много, для того, чтобы со второго дня мероприятия попадать в топы на рамку. И последний раздел этого мероприятия – это пир на День Благодарения. На основе вклада блюд вашего альянса в течение мероприятия вы получаете возможность поучаствовать в часовой вечеринке. Во время вечеринки вы сможете подъезжать к столам и получать различные награды. Кроме того, игроки с высоким донатом будут выставлять свои собственные столы, и за участие на них вы тоже будете получать небольшие награды. Информацию о начале вечеринки вам сообщит руководство Альянса в чате. Участвовать мы с вами сможем в пире 29 ноября. Вот в целом все, что я хотел вам рассказать про мероприятие ко Дню Благодарения. Донатные и бездонатные опции мы с вами уже обсудили. Еще разве что могу дать совет. Те, кто хочет получить скин на марш за донат, и если у вас уже доступен драконий тиран, то не забывайте про обязательную ежедневную покупку в этом разделе. 2 раза мы с вами можем взять пакет за $5 и получить 300 чешуйчатого кристалла. Другие донатные опции для покупки в период мероприятия мы с вами уже будем обсуждать в моем телеграм-канале. Если вы нацелены на получение скина на марш, но хотите вместе подумать, какие пакеты лучше взять за $60, то жду вас в телеграм-канале. Тактики для получения скина на топку за рейтинг топ-10 и именно карточки за рейтинг топ-25 идут стандартные. Разве что совмещение мероприятий в этот раз более оптимальное. Но в любом случае, я желаю каждому из вас попасть как можно выше в топы и забрать свои желанные награды. А если вам нужен совет, то вы знаете, где меня найти. На этой неделе я был менее активный в чате телеграм-канала. Но уже с понедельника, думаю, буду в обычном активном режиме для себя. Так как где, как не сейчас, пора активничать. Так как вместе с ребятами надо находить новые фишки в этом мероприятии. И кто знает, возможно, мы с ребятами придумаем что-то новое для вас. Ну что, друзья, вот такой праздник подготовила нам администрация. Надеюсь, это видео помогло вам разобраться в ивенте и понять, как максимально выгодно пройти все активности. Не забывайте, что до старта 2 больших розыгрышей осталось совсем немного. Всего лишь 30 человек в моем телеграм-канале и 150 человек на моем YouTube-канале. Как только достигаем цели, сразу запускаем оба розыгрыша. Если видео было полезным, поддержите лайком, подпиской и комментарием. Ваша активность помогает каналу расти и мотивирует делать еще больше разборов и гайдов. С Днем Благодарения вас! От души благодарю вас за просмотр, за вашу поддержку и за то, что вы со мной. До встречи в следующем видео, а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока!